Привет! Каждый из вас, я уверен, хотя бы один раз в своей жизни слышал, что любая критика власти сейчас, не вовремя, как-то не ко времени, потому что война идет. Каждый из вас, я уверен, слышал о том, что любая критика президента, парламента, Кабмина, это все тоже не вовремя, и все это, более того, заказано ими. Кремлем, Путиным. Путин платит, деньги Кремля, кровавые деньги, деньги не пахнут. В общем, все это вы слышали неоднократно, и вам, возможно, иногда казалось, что это абсурдно. Нельзя не критиковать власть, но сегодня я хочу показать вам нечто. Все, что вы слышали, оказалось правдой. Сейчас это уже рассказал обозреватель, это один из самых профессиональных, честных СМИ Украины, а подхватил это уже Левый берег. Я немало удивлен, но об этом в конце. А пока что Сурков прокололся. Ибо украинские хакеры, которые являются лучшими хакерами на свете, вскрыли почтовый ящик помощника президента Владимира Путина Суркова. Киберхунта вскрыла почтовый ящик. Переписку одного из почтовиков врага Украины. Не знаю, что это, почтовики, такое. В общем, переписка касается чего? Переписка касается чего? Дестабилизации ситуации в Украине. Сейчас-то ситуация стабильная, дальше некуда. А надо ее раскачать. И вот сам план. План, как я понимаю, сначала напечатали на машинке, потом отксерили и переслали по почте. И тогда уже была эта почта взломана киберхунтой. Вот документы. Так он и называется. План первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Шатун. Тем подросткам, которые это писали, шатун, это не от слова шатать, расшатывать ситуацию. Это шатающийся медведь, который не набрал себе жировой прослойки и не смог заснуть и пошел себе шататься. Это так просто, шатун. Лучше бы назвали как-то пуштун. Итак, провести переговоры с лидерами украинской оппозиции, оппозиционный блок «Батьківщина», радикальная партия Ляшко, а также с отдельными депутатами Верховной Рады. Сайт общегосударственного протеста тарифного Майдана, вторая половина ноября. После получения населением платежных документов по оплате услуг ЖКХ, а также пока основная часть населения не успеет оформить субсидии. Теперь ты знаешь, сынок, что если рядом с тобой человек, которого не устраивает ЖКХшная платежка, если этот человек говорит, а не пора ли нам уже наконец-то выйти на Майдан и сказать какое-нибудь хотя бы слово, может быть нам хватит быть тупыми рабами, знай, что этот человек подкуплен Сурковым. И любая оппозиция, понятно, из этого следует, тоже подкуплена Сурковым. Оппозиционный блок, все. Но главный упор сделать на партии Тимошенко «Батьківщина» с учетом уже проработанного имиджа оппозиционеров к действующей власти и борцов с тарифами. Так, Майдана по областях, центрах, тра-та-та, Украине, оппозиционный блок, опять радикальная партия, партия «За жизнь» Мураева, Рабиновича, они тоже на Суркова работают, Федерация профсоюзов Украины и так далее. Теперь ты знаешь, что вся оппозиция в Украине работает на Суркова. Теперь ты знаешь, что Тимошенко работает на Суркова. Теперь ты знаешь, что любое движение, которое выйдет на улицу, которое не устраивают эти тарифы ЖКХшные, все они работают на Суркова. Теперь ты знаешь, вся оппозиция работает на Кремль. Давно догадывался. Так, главные направления раскачки общественного мнения. Критика социально-экономической политики действующего правительства и президента. Если критикуешь, значит ты работаешь на Суркова. Местных властей критикуешь, работаешь на Суркова. ЖКХ, уровня жизни, снижения, это критикуешь, работаешь на Суркова. Так, качественных экспертных фейковые видео, аудиоматериалы, записи разговоров, смс-переписок. Раскрывать коррупционные связи Порошенко и его окружения, тайные договоренности, лоббирование бизнес-вопросов. Организация масштабных расследований коррупционной деятельности команды Порошенко. Если все это ты делаешь, значит ты работаешь на Суркова, значит ты работаешь на Кремль. Любая критика Порошенко, работаешь на Суркова. Расследуешь какие-то коррупционные скандалы его окружения, работаешь на Суркова. Вы поняли, что происходит? Более того, к этой работе надо привлечь, там написано в темную привлечь. В темную, потому что если написать четко привлечь, то вот все эти ребята перечисленные, они сегодня на дыбы встанут.
А так они просто почитают и, ну да, в темную уж собирались привлечь. Короче, в темную привлечь так называемое американское лобби депутатов из фракции БПП. Наема, Лещенко, Залещук, Червакова, общественные международные негосударственные организации, журналистов Шабунина, Бигуса, Гнапа, Дубинского, Шалайского. Информация, передаваемая указанным лицам, должна быть достоверной, полной и исходить от наших иностранных источников. Если ты видишь расследование от Лещенко по поводу коррупции власти, это заказал Сурков. Если ты видишь, что Наем что-то опубликовал, ну Наем в последнее время он вроде как лояльный, это организовал Сурков. Залещук что-то сообщил, организовал Сурков. Иностранные какие-то организации что-то сообщили, это все через Суркова. Им скормили информацию, там написано достоверно, от наших людей. Ну понятно, это их люди там везде на Западе. Короче, провели расследование по Порошенко, это все Сурков. Вот это мне очень понравилось. Всплеск криминала на улицах Киева и других городов. Бездействие правоохранительной и судебной системы. Рейдерские захваты. Вот как здесь не вспомнить анекдот, да, если член коротковат, значит Путин виноват. Всплеск преступности на улицах – это Сурков. Сурков вместе с Барсуковым. Так, лоббирование иностранными бизнес-группами законопроекта о рынке земли с целью продажи главного достояния страны и воровства у граждан последнего собственного имущества. Всякий, кто об этом говорит... это сурковская гнида. Дави эту гниду ногтем, товарищ. Так, критика инициативы правительства о поднятии пенсионного возраста. 65 лет, когда жить на пенсии. Если недоволен поднятием пенсионного возраста, ты тоже сурковская мразь. Не отвертишься. Ах ты, Сурков! Смотри-ка, через социальные сети доверенных лиц на территории Украины организовать региональные мобильные группы для использования во время массовых мероприятий и осуществления силовых акций против митингующих под видом приверженцев власти или силовых структур. Цель – дискредитация власти и правоохранительной системы. Вы поняли? Сурковские шпионы будут одеваться в форму полиции и бить тех митингующих, которых не устраивает нынешнее положение дел в Украине. Но вы не грешите на новую полицию и не думайте, что это тетушки, заказанные украинской властью. Нет, это все Сурковские. Сурковский, а его поэтому и вините. Это просто класс. Так, активизировать деятельность тра-та-та, провести общественные слушания, телемосты, интервью и репортажи в украинских СМИ с участием авторитетных влиятельных политиков. Так, задача активизировать работу по расклеиванию листовок, нанесению надписей, размещению баннеров в публичных местах с критикой власти. Все, кто критикует власть, и кто на заборе пишет, к примеру, там Порошенко, негодяй, к примеру, написал, лови такого, товарищ, потому что этот человек нанят Сурковым. Наш человек на заборе плохого про власть не напишет. Так, вот что надо еще тезисы двигать. Старая Европа не желает больше поддерживать Киев. Европа устала и хочет жить по-старому. Каждый, кто такое говорит, на самом деле шпион и агент Кремля. На самом деле Европа нас любит, на самом деле Европа в нас души не чает и видит в нас своего брата, даже не младшего, а просто равного, родного братика. В общем, а кто говорит иначе, тот сурковский агент. Дальше, самое интересное, президент Петр Порошенко. Журналист Анатолий Шарий продолжает исследование действий киевской власти в наихудших ее проявлениях. Необходимо обеспечить дальнейшую информационную поддержку обсуждаемых тем на федеральном уровне. Составители этого документа вот эту строчку составили очень так интересно. Получается, что не дать указания Шарию, подконтрольному нам агенту Шарию, продолжать там про Порошенко, а просто журналист Шарий продолжает. А если не продолжает, но надежда на то, что продолжать не будет, ведь обнародован документ. И если он продолжает, так точно, смотрите, продолжает, как в документе написано. Продолжает, значит он агент Суркова. Так, Порошенко постоянно через Кононенко, Ложкина, Левочкина, Бойко, Хомутынника проводит консультации с политиками-олигархами оппозиционного лагеря. Именно они залог стабильности его режима. Каждый, кто говорит о том, что Порошенко координирует свои действия с так называемой оппозицией через определенных людей-договорщиков, которые, знаете, сейчас никто их к ответственности не привлекает, хотя они все из бывших. В общем, каждый, кто об этом говорит, тоже агент Суркова.
Все агенты Суркова. Поголовно. Ну и второй документ. Какая-то бредятина по поводу Подкарпатской Руси. Создать Подкарпатскую Русь, короче. Правда интересно? Правда? Выглядит достоверно. Мне захотелось посмотреть на первоисточник, откуда обозревателю дали указание, ну, давайте называть вещи своими именами, дали указание распространить вот эту вот чепуху. Это я не использую матерные выражения. А теперь левому берегу дали указание оттуда же распространить эту чепуху. Посмотрим. Вот сайт лучших хакеров современности. Киберхунта передает привет Суркову. Ну, настроить сам сайт у лучших хакеров современности, по всей видимости, не хватило умения, потому что и с фотками у них что-то не то, и друг на друга налазит. Ну, не будем же цепляться. Давайте зайдем на главную. Киберхунта. Да что у вас с текстом? Ну, у хакеров не обязательно же они должны уметь как-то там какие-то скрипты писать, да, там, грубо говоря. Так, в новостях у нас ничего нет, в видео у нас тоже ничего нет. Что у нас есть в английской версии? Так, ну, что значит вперед, в конец? Ну, это английская версия, друзья. Какой конец? Откройся! Да что ж такое? Лучшие хакеры современности, перехватившие почту Суркова. Смотрите, не так давно Институт массовой информации, Грантаевская организация, провели исследование по украинским СМИ. И в этом исследовании я нашел интересные позиции. Мало того, что они запихнули сюда всерьез, как средство массовой информации, цензор, они сюда поставили и обозреватель. Ну, хотя на последнем месте, но у него, тем не менее, 69% по дотриманню журналистских стандартов. То есть, он соблюдает журналистские стандарты на 70%, 69%. Кроме этого, они ему дали достоверность 60%. То есть, то, что он сообщает, достоверность 60%. А у цензора достоверность 96%. Это просто угар. Институт массовой информации всерьез размещает вот эти вот наименования этих сайтов, всерьез обсуждает то, что они там придерживались журналистских стандартов, да. Сайт, там нет этого сайта, конечно же, Шаринет, на нем не было никогда ни одного фейка. Сайты, которые я нагибал с пугающей регулярностью за фейки, за настоящие фейки, не случайные какие-то там. Эти сайты у них получили достоверность 96%. Институт массовой информации. Сливай воду. А что касательно вот этого вброса, так вы скоро вздохнуть будете бояться. Вы скоро будете бояться селедку завернуть в газету, если на газете там изображение светлого лика Порошенко. Потому что каждый, кто будет критиковать власть, каждый, кто посмеет кривое слово сказать, сразу же будет облечен как агент Путина, Суркова, Боброва, Енотова и еще бог весть кого. Мне часто говорят, ты оскорбляешь народ, там, ты еще... Я не могу оскорблять народ по определению, я являюсь частью этого народа. Ну как мне хочется иногда сказать, вот сегодня мне хочется это сказать. Тупые же вы утырки, вы что, не видите, до чего уже докатилось? Вы что, не видите, что уже дошло до края, полного края, уже перешло через этот край? Вы что, не видите, что у вас под носом построили тоталитарное государство, до которого Януковичу еще было плыть и плыть? А вы уже приплыли. Пока.